Всем привет! Большая часть из вас сейчас задается вопросом: чувак, какого хрена ты вырядился в этот пиджак? Ведь мы сюда пришли посмотреть обзорчик на проектор, а не на проповедь. Но, друзья, как иначе? Ведь сегодня у меня на столе стоит король, не побоюсь этого слова, китайских светодиодных проекторов. Ну и, кстати, возможно, не только китайских. Это на самом деле топовая версия от покоряющей международные рынки китайской компании Jimmy. Модель называется H1. И это все не пустые слова. Смотрите сами. В начале января прошла международная выставка потребительской электроники CES 2017 в Лас-Вегасе, где компания Jimmy получила сразу две награды. Первая – награда в категории высокопроизводительной аудио-видео электроники за модель H1. И это, по сути, первый Full HD светодиодный проектор из Поднебесной. Вторая – за лучшую инновацию, которую присудили за предыдущую модель Z4 Aurora. Кстати, пару месяцев назад я выпустил полный обзор на модельку Jimmy Z4 Aurora. Если вы еще не видели данный видеообзор, я очень советую вам его посмотреть, так как в первую очередь и проектор еще более чем актуален, но во вторую очередь данный видеообзор будет являться неким его продолжением. В этом видеообзоре мы с вами сравним эти две модели друг с другом и решим, стоит ли нам переплачивать за более дорогую версию. Кроме того, мы сравним данную модель с проектором от именитого бренда, ответим на некоторые вопросы и подведем некоторые итоги. Одним словом, должно быть очень интересно. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Да, еще один момент. Меня иногда упрекают, что я называю стоимость продукта в самом начале видеообзора. Смотришь до середины и тут бац, такой сюрприз. Так вот, ценник на данную модель начинается от $800 по состоянию на январь 2017 года. Согласитесь, цена для товара на AliExpress достаточно весомая. Так что будьте аккуратны при выборе магазина, чтобы избежать лишних неприятностей. Магазин, где я взял свой экземпляр, например, является официальным дистрибьютором продукции Jimmy, на что имеет соответствующий сертификат. И знаете, с этим как-то живется немного легче. Если вам интересно, дополнительную информацию об этом я оставлю под видео. Ну, а мы все-таки начнем. В распаковке, друзья, мы не будем заострять внимание на транспортировочную упаковку. Тут все весьма стандартно и проверено временем, тем более, что нам есть на что посмотреть дальше. Компания Jimmy продолжила традицию премиальной упаковки своих продуктов, начатую с модели Z4 Aurora. Ну а вдохновились на этот раз ребята из Китая, судя по всему, вот этим. Черный ящик. У Jimmy, правда, черный ящик выглядит гораздо более привлекательно, пестрит логотипами компаний-партнеров, а также основными преимуществами и возможностями продукта. Но на этом все не заканчивается. Открывая крышку, первое, что бросается в глаза, конечно же, сам проектор. Обратите внимание, что проектор окружает черный плотный поролон, а не белый пенопласт. Правда, а бренды за 1000 и более баксов. Вы тоже это видите? Если вы еще не прониклись креативом китайских маэстро по дизайну упаковки, то посмотрите на то, как запрятаны основные аксессуары проектора. Все выглядит настолько премиально, что так и хочется предложить жене использовать дальше эту коробку для хранения золотых украшений. Правда, уже и хранить-то особо нечего, золотые запасы несколько поиссякли в пользу всего девайса. Проектор, знаете ли, штука поинтересней. Ну, во всяком случае, я так решил. Как и было в Авроре, для каждого элемента своя коробочка с маркировкой. Вилка идет с европейским несколько странным переходником. Фирменный блок питания на 17 вольт и 7 ампер. Ну и пульт, один в один с пультом на Z4, полностью выполненный из металла. Имеется также гарантия и иголочка. Позже я покажу, для чего она нужна. К сожалению, на этот раз не завезли специальную платформу для крепления проектора на штатив или подвес. Ее придется докупать отдельно. Также в качестве дополнительных аксессуаров к проектору можно приобрести вот такие вот стенды, кронштейн для крепления на стену, сумку для переноски и, конечно же, 3D очки с активным затвором. Ладно, давайте будем заканчивать этот упаковочный фетиш и посмотрим на сам проектор. Дизайн проектора, пожалуй, получился очень противоречивый и в то же время смелый шаг со стороны производителя. В одном из своих обзоров я говорил, что когда этот проектор анонсировали в Китае, местные пользователи обозвали его рисоваркой. Когда этот проектор добрался уже до наших земель, он стал хлебопечкой. Есть еще идеи? Делитесь ими в комментариях под видео. Но вот насчет чего сложно поспорить, так это насчет материалов и качества сборки девайса. Контур проектора выполнен из стального перфорированного листа, а пластик матовый, твердый, примыкает без зазоров и скрипов. Если по-честному, то в руках ощущается действительно дорогое устройство. Что-что, но тут 10 баллов из 10 однозначно. Линзу закрывает шторка, которая является и так называемой кнопкой питания. Сверху расположены остальные элементы управления. Они немногочисленны. Это сенсорная полоса регулировки громкости и еще несколько сенсорных кнопок, которыми вы все равно не будете пользоваться. Вернусь еще к линзе.
Многие упускают предупреждение о том, что ни в коем случае нельзя протирать линзу, только воздушная прочистка. Что делать с возможными отпечатками пальцев, неизвестно. Хорошо, хоть на качество изображения они не влияют. А вот для чего нужна входящая в комплект иголка. Это первая модель от Jimmy и, пожалуй, среди китайских проекторов в целом, которая располагает оптическим зумом, при помощи которого вы можете уменьшить в случае необходимости изображения без потери качества. Уменьшение, правда, составляет порядка 10%, но хоть что-то. За все время я ни разу не назвал бренд Harman Kardon. Так вот, если вы не в курсе, это бренд мирового масштаба в области качественного аудиозвука. Звук в проекторе бомба. Имеются дополнительные мембраны для отработки нижних частот на нижней крышке. Протестируем еще. Говоря об интерфейсах подключения, здесь по-прежнему осталось два разъема HDMI для ваших основных устройств, также два разъема USB, в том числе один из них 3.0, RJ45 разъем для сетевого кабеля, стандартный выход на наушники, а вот для многоканального звука вернули оптический выход. На Авроре, напомню, был проводной. Проектор полностью лишили возможности расширения встроенной памяти за счет карт памяти или SSD диска. Как я уже говорил, пульт абсолютно такой же, как и на Z4. Он соединяется по Bluetooth, позволяет дистанционно настраивать фокус, а также выступать в роли Air Mouse и даже геймпада. Давайте посмотрим, что представляет собой проектор H1 в цифрах. Полноценное Full HD разрешение с поддержкой видео в формате 4K. Заявленная мощность светового потока 900 ANSI люмен. Светодиоды от компании Osram, кстати, со сроком службы до 30 тысяч часов. Звук от компании Harman Kardon, правда мощность динамиков я так и не смог найти. При этом громкость работы проектора мизерная и не превышает 30 дБ. Проектор работает на операционной системе Android 5.1 и, конечно же, располагает беспроводными модулями типа Wi-Fi, Bluetooth и поддерживает технологии Miracast, AirPlay и тому подобное. Все это переваривает четырехъядерный процессор Cortex A17, графический ускоритель Mali T760 и 2 ГБ оперативной памяти, как показывает тест Antutu, хотя заявлено было от 3. Нестыковочка, однако. Расширенный список параметров вы сейчас видите на экране. Итак, проектор включен, и традиционно мы убеждаемся, что про громкость работы проектора тут можно забыть. А сейчас услышите максимальные обороты системы охлаждения, которые я выставил вручную. На автомате же до такого уровня система еще не доходила. Изображение у меня сегодня диагональю порядка 100 дюймов, и получил я его с расстояния 3 метров. Зависимость расстояния и размера изображения вы можете вычислить в специальной таблице, ссылку найдете под видео, которую сделали ребята с форума FOPDA, за что им большая благодарность. Кстати, вы можете наблюдать достаточно сильное мерцание экрана. Конечно же, глазами ничего не видно. Это все всего лишь погрешности съемки, к сожалению, неизбежны. При помощи моторизированного фокуса пультом мы настраиваем резкость. Сразу начнем с тестирования изображения, ведь это основное в проекторе. Кто смотрит мои обзоры, уже знает этот тестовый набор картинок. Его можно будет найти также в описании под этим видео. Там же рядом есть красная кнопочка, чтобы подписаться на канал. Комментировать тут, если честно, особо нечего, так как изображение по всей площади экрана равномерно яркое и резкое. Придраться не к чему. Красочное видео от компании Samsung по традиции продолжает наше тестирование. Фрагменты из мультика, которые я постоянно демонстрирую, помогут вам оценить такого рода контент, воспроизводимый Jimmy H1. А вот для тех, кто не прочь с друзьями и близкими насладиться различными видами спорта на большом экране, я включил пару фрагментов и из этой области.
Что касается настроек изображения, то, конечно же, здесь есть различные переустановки по тону картинки, а также более глубокие настройки и калибровка. Сейчас вы можете оценить максимальную яркость проектора при дневном освещении. К сожалению, денек выдался достаточно пасмурным, но тем не менее показательный. Учитывая, что в качестве экрана у меня обычные обои под покраску и ни о каком светоотражении речь не идет, картинка вполне читаемая и подходящая для просмотра контента без глубокого погружения. Гораздо интереснее посмотреть тесты в сравнении с другими устройствами, и чуть позже мы с вами это обязательно проделаем. Недавно в группе канала ВКонтакте мы с подписчиками обсуждали новость о том, что крупные компании заявили о прекращении производства телевизоров с поддержкой 3D в связи с их непопулярностью. Но это, друзья, не касается проекторов, так как здесь это на самом деле актуально и красиво. Данный девайс полностью поддерживает разные виды 3D форматов, плюс может конвертировать 2D изображение в 3D. Jimmy выпускает свои фирменные 3D очки, которые симпатично смотрятся и выполнены из приятного на ощупь soft touch пластика. Можно, конечно, воспользоваться и вариантом попроще. И те, и другие замечательно справляются со своей задачей. Повышенная яркость проектора позволяет комфортно смотреть 3D контент, несмотря на то, что очки частично съедают яркость. Смарт-проектор – это огромное количество дополнительных возможностей. Я это достаточно подробно продемонстрировал в обзоре проектора Z4 Aurora, в котором интерфейс на 95% такой же, как и в H1. Поэтому за подробностями настоятельно рекомендую обратиться к нему. Здесь же я только вкратце расскажу, что позволяет вам сделать этот проектор и некоторые особенности ПО. Но сначала заглянем все же в настройки. Как я уже и говорил, суть настроек тут осталась та же, что и в Z4. Просто некоторые пункты меню перекочевали из одного раздела в другой. А раздел соединений объединил в себе настройки как беспроводного, так и проводного интернет-соединения, а также связанных с ними сервисов. Сюда же вошли и Bluetooth настройки. А вот зато настройки звука выделили в отдельный раздел. Здесь можно выбрать, куда выводить звук, на встроенной колонке или по оптическому разъему. В случае последнего доступны два режима работы – PCM и RAW. В настройках проекции все те же настройки яркости, тип проекции, цифрового зума для уменьшения, ну а главное, что сохранили возможность коррекции трапеции по 4 точкам, что позволяет устанавливать проектор сбоку от экрана. И сейчас на небольшом примере я вам это продемонстрирую. В общих настройках ничего нового и особенного нету. Проектор поддерживает около 9 языков. Есть, конечно же, и русский. Над качеством перевода, правда, разработчикам еще стоит поработать. Думаю, будущие прошивки несколько улучшат этот момент. В разделе о системе видно основные параметры проектора. Тут также указывается температура системы. Обратите внимание, что в русской версии температура указывается в 10 раз больше. Но это не более чем программное упущение, так что не стоит переживать. В быстрых настройках, доступных в любом месте по долгому нажатию на кнопку меню, особо ничего не изменилось. Вот только по непонятным причинам убрали преднастройки звука для эквалайзера, которые были доступны на Z4. Немного странное решение. При этом они есть при подключении сигнала по HDMI. Проектор работает на базе OS Android 5.1, завернутый в специальную оболочку для удобства использования. Конечно же, наличие Android позволяет устанавливать практически любые приложения, адаптируя проектор под ваши сценарии использования. Список ваших приложений находится на главном экране, а их ярлыки можно группировать как вам удобно и выносить в меню быстрого доступа. Сами приложения можно устанавливать как в виде скачанных файлов APK, так и с Play Market. И вот тут стоит остановиться немного поподробнее. Play Market на проекторе установлен, но сразу из коробки доступа к нему нет. Для этого нужно проделать 5 несложных действий, о которых я сейчас быстренько вам расскажу. Для начала нужно скачать приложение Google Play Opener, ссылка есть под видео. Само собой, установить его. Далее его нужно запустить. Увидим предупреждение о том, что здесь ничего нет. Нам необходимо вытянуть с левой грани специальное меню. И скорее всего пультом у вас это сделать не получится, поэтому в данном случае необходимо будет подключить к проектору мышку. Да и вообще я бы рекомендовал вам обзавестись беспроводной Bluetooth мышкой. Это всегда удобно при работе с Android. Так вот, при помощи мыши мы вытягиваем меню слева. И видим, что это стандартное меню Play Market. И тут у вас уже будет возможность войти в свой аккаунт Google. В дальнейшем вход в Market выполняется по той же схеме, а введенный единственный раз аккаунт будет действительно для всех сервисов Google, установленных на проекторе, в том числе и для приложения YouTube. Из приложений я бы рекомендовал вам установить движок A-Stream Engine, на базе которого работают многие сервисы трансляции интернет-ТВ и фильмов. Ну и сами приложения для стриминга, конечно же. Их большое количество, выбирайте уже по вкусу, как говорится. При помощи приложения SplashTop вы можете управлять своим домашним компьютером или ноутбуком по беспроводному протоколу. А встроенные функции Miracast и AirPlay позволяют транслировать изображение с ваших портативных устройств.
Иногда для этого также используется приложение HappyCast. Конечно же, доступны различные офисные приложения, подходящие для проведения презентаций. Также проектором можно управлять при помощи приложений для смартфона. Здесь их два: Jimmy Assistant и SLP Assistant. Подробнее о них я рассказывал в предыдущем обзоре, останавливаться на этом не буду. Чтобы разнообразить отдых, можно даже запустить известные нам по смартфонам игрушки типа Real Racing. Управлять в данном случае мы можем при помощи кнопок навигации на пульте. Та же история и с Asphalt 8, только тут уже можно управлять при помощи встроенного в пульт гироскопа. Ну а при наличии добротного геймпада можно вообще залипнуть не по-детски. Как вы можете видеть, процессор и графический ускоритель вполне достойно справляются с графикой на максимальных настройках. Да и в общем-то тест Antutu говорит нам о более 43 тысяч баллов. Это даже немного больше, чем набрал смартфон Redmi 4, который недавно был у меня на обзоре. Пожалуй, на этом знакомство с системой проектора будем заканчивать. Хочется поскорее приступить к сравнению проекторов. Но сначала я все же уделю внимание звуковой начинке проектора. Все же, кроме того, что это Harman Kardon, она занимает добрую половину корпуса проектора и заслуживает отдельного тестирования. Как я уже говорил выше, в дно проектора встроены дополнительные мембраны для отрабатывания низких частот. Могу сказать, что по сравнению с Jimmy Z4 звук тут, конечно же, гораздо мощнее и глубже, и весьма достойно озвучивает фильмы, даже гораздо более весомые, чем сериальчики и мелодрамы. А что думаете вы о качестве звука? Кстати, в этой модели добавили возможность использовать проектор как Bluetooth колонку. Bluetooth speaker mode. Для этого при нажатии на кнопку выключения вам необходимо выбрать соответствующий пункт меню, после чего подключить к проектору смартфон, например, и вперед. Ну вот мы и подобрались к следующей интересной части обзора – сравнение проекторов. И начнем мы с наиболее востребованного сравнения Jimmy H1 и его предшественник Z4 Aurora. В этом сравнении я также уделю внимание разнице между HD и Full HD разрешением. Убедимся, что настройки яркости на обоих устройствах максимальные. Также тут вы можете обратить внимание, насколько схожи интерфейсы проекторов. Обратите еще внимание, что тестировать мы начинаем при включенном достаточно ярком свете, а размер полученных изображений порядка 50 с копейками дюймов. И вот привычный уже нам ролик. У H1 картинка смотрится несколько теплее. Как обычно, лучше всего разница в яркости заметна на белом цвете. И тут разница примерно как была между Jimmy Z3 и Z4, если вы помните. То есть на более мощном проекторе белый цвет очевидно еще белее и чище. Что же касается деталей, то при таком размере экрана на обеих картинках, на мой взгляд, все выглядит одинаково хорошо. А вот так выглядит все то же самое, только в темноте. И тут я смотрю, что из-за более высокой яркости H1 картинка получилась у него пережженная и замыленная. К сожалению, побороть это никак не получается, но во всяком случае понятно, что разница в яркости на самом деле есть. В остальном, все, что было сказано выше, актуально и для картинки в полном затемнении. А теперь переходим к животрепещущему вопросу: HD или Full HD. Сравнивать будем на экране диагональю 90 дюймов. И первый у нас Z4 Aurora с HD разрешением. Вот такую картинку мы видим с расстояния в 30 см. А теперь то же самое на H1 при его Full HD разрешении. А тут они рядом. И да, на самом деле деталей на Full HD больше. И если у вас достаточно острое зрение, то из большего расстояния, возможно, вы заметите эту разницу. Здесь хорошо видно, что матрица на H1 на самом деле расположена уже горизонтально, а не под 45 градусов, как на Z4. Ну и размер ячейки составляет 1 мм на проекторе Jimmy H1 и 2 мм на Z4 Aurora. Дальше решение за вами, в зависимости от того, насколько разбалован ваш глаз. Что лучше, известный бренд или китайский проектор? Часто мы задаемся этим вопросом. И сейчас ответ не прозвучит, так как брендов и моделей много. Но мы просто посмотрим, как обстоят дела при сравнении модели PF1000U от всем известной компании LG и H1. Хоть модель LG принципиально отличается тем, что она ультракороткофокусная, но при этом официальный сайт нам заявляет, что в проекторе также Full HD разрешение и яркость в 1000 ANSI люмен против 900 люмен в H1. Так вот, последнее мы и сравним. Стоит отметить, что официальная цена на LG $1400,
В лучшем случае найти его можно будет долларов за 950. Стоимость H1, как я уже говорил в начале, $800. Как вы видите, настройки яркости на максимум на обеих моделях. Для начала также тестируем при ярком освещении. И тут, судя по всему, не надо лишних слов. Очевидно, что H1 прилично ярче и контрастнее LG. На LG картинка выглядит достаточно постно по сравнению с Jimmy. Ситуация немного лучше в полной темноте, но все равно цвета не такие насыщенные и яркость ниже. Так что если предположить, что китайцы несколько привирают относительно яркости своих проекторов, то некоторые некитайские компании привирают несколько существеннее в таком случае. Корпус PF1000U из весьма обыденных материалов, которые не ощущаются на ту сумму, с которой приходится расстаться при его приобретении. Правда, кому нужно получить 100 дюймов с расстояния сантиметров 50, это бесспорно отличный вариант. Также понравилась работа Air Mouse пульта. Поздравляю вас, друзья, вы добрались до конца данного видеообзора. И за вашу стойкость я награжу вас небольшим резюме, которое, надеюсь, поможет вам сделать окончательный выбор между этими двумя моделями, а также, возможно, ответить на вопросы, которые еще могли у вас остаться. Итак, однозначно можно сказать, что яркость данного проектора действительно больше, и это позволяет просматривать видео при ярком освещении или 3D в 3D очках гораздо более комфортно. Также благодаря этому данный проектор еще больше подходит для презентаций. При этом при просмотре видео в полностью затемненном помещении, скорее всего, что яркость вам придется даже немного поубавить. Очень часто мне в комментариях писали, что HD разрешение это очень мало и надо обязательно Full HD. Спору нет, чем больше, тем лучше. Но в целом могу сказать, что если у вас экран будет до 100 дюймов и смотреть вы его будете от 2,5 метров и более, то разницу между Full HD и HD вы вряд ли особо заметите. Ну а если вы захотите сидеть поближе или экранчик сделать себе побольше, то конечно Full HD как в H1 это must have. Продолжая эту тему, стоит обратить особое внимание на наличие оптического зума в модели H1. Также стоит обратить внимание в целом на фокусное расстояние этих двух моделей. Изначально Jimmy H1 более длиннофокусный, и он особенно хорошо подходит, если ваши планировочные решения предполагают установку проектора на расстоянии 3-4 метра от экрана. Оптический зум позволит еще уменьшить картинку без потери качества, если, конечно, это нужно. За 4 Aurora при том же расстоянии выдаст гораздо большую картинку, которая, скорее всего, не влезет на ваш экран. Нужен хороший встроенный звук, чтобы не заморачиваться с аудиосистемой? Пожалуй, это лучший встроенный звук в проектор среди всех проекторов. Вывод беспроводного стереозвука возможен в обеих моделях, а вывод многоканального звука происходит в H1 по оптическому подключению, а в Z4 Aurora по проводному коаксиальному. Ну и, пожалуй, последнее, портативность. Здесь H1, конечно же, проигрывает Z4 Aurora, но однозначно многократно выигрывает у ламповых брендовых проекторов. Всю дополнительную информацию, как всегда, вы можете найти в описании под этим видео, а также в группах канала в соцсетях. Ваши мысли оставляйте в комментариях ниже. У меня же уже есть целый список проекторов для будущих обзоров. Среди них есть как бюджетные, так и не очень. Так что подписывайтесь на канал, будет очень интересно. Ну а я по традиции желаю вам сделать правильный выбор как проектора, так и продавца в данном случае. До встречи на канале, друзья. Пока!